Привет, друзья! На улице весна, впереди Пасха. Сегодня будем печь вкуснейший миндальный кулич. Такой нежный, воздушный, с цукатами, ромовым изюмом, хрустящей миндальной корочкой. Следите за руками. Поехали! Начинаем с приготовления опары. Берем большую вместительную чашу для смешивания. Туда засыпаем сахар, дрожжи. Я использую сухие дрожжи, можете брать дрожжи свежие. Дальше необходимо теплое молоко. Оно должно быть теплым, ни в коем случае не горячим. И следом добавляем муку. С помощью ложки все это хорошо, тщательно перемешиваем, так, чтобы мука соединилась с молоком, чтобы сухих участков муки не осталось. Собираем все с краев, с ложки, накрываем чашу пленкой. И теперь опаре нужно подняться. Для этого лучше поставить ее в какое-нибудь теплое, комфортное место. Я ставлю в слегка подразогретую духовку, не горячую, чуть теплую. Опара должна хорошо подняться, на это уйдет где-то час. Берем изюм, заливаем его кипятком, хорошенько вот так вот перемешиваем, воду сливаем. Просушивать изюм не нужно, просто хорошо слейте воду. Еще вкуснее и ароматнее изюм сделает апельсиновая цедра. Натираем на терке для цитрусовых. Берем только самую верхнюю оранжевую часть. И туда же к изюму выжимаем апельсиновый сок. Веселее, вкуснее и ароматнее изюм сделает темный ром, коньяк или кальвадос, что вам больше нравится, или что есть в доме. Добавляем, хорошо перемешиваем. Желательно накрываем крышкой или пленкой и оставляем ждать своего момента. Прежде чем продолжать с рецептом, у меня к вам, как всегда, небольшое напоминание. Друзья, пожалуйста, не забывайте про лайки. Это очень важно. Можете поставить свой лайк в конце, если все понравится, а можете сейчас авансом, а потом, если что-то не понравится, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте. Я бесконечно благодарен вам за эту поддержку. Продолжаем. Также заранее стоит приготовить миндальный крем-франгипан, который мы будем использовать в качестве начинки. Берем чашу для смешивания, добавляем туда размягченное комнатной температуры сливочное масло и с помощью миксера превращаем масло в крем. Затем добавляем сахарную пудру или очень мелкий сахар, но лучше сахарную пудру. И снова миксером все это смешиваем, превращая в однородный крем. Дальше добавляем яйца. Яйца обязательно берем комнатной температуры. Яйца вводим, вмешиваем, вбиваем по одному. Добавили одно. Вбили с помощью миксера на максимальной скорости. И потом добавляем следующее. И все опять же до однородного крема. Дальше добавляем миндальную муку, пудру. Ее легко можно сделать дома. Ссылочку на то, как приготовить дома миндальную пудру, муку, оставлю в описании и в прикрепленном комментарии. Добавили миндальную муку и также миксером на средней скорости хорошо вмешали. Еще миндальный крем-франгипан сделает миндальный экстракт. Если нет миндального экстракта, не страшно. Можете взять ванильный, например, или еще какой-нибудь другой экстракт, будет у вас миндально какой-нибудь крем, не просто миндальный. Ну и также обязательно для более насыщенного вкуса и аромата добавляем немного темного рома, коньяка или кальвадосу, что там у вас есть. И с помощью миксера все это снова хорошо перемешиваем до однородности. Так как я хочу сделать куличи не только с миндальным кремом, но и с миндально-шоколадным, я делю количество франгипана на две части. В одну добавляю какао и миксером хорошо смешиваю. Обе части накрываю пленкой до контакта и убираю в холодильник. Вот, так вот подросла опара. Пока отставляем ее в сторону, берем чашу поменьше. Добавляем туда яйца, опять же комнатной температуры, и слегка их подвзбиваем миксером, просто хорошо перемешивая. К яйцам добавляем сахар, мелкий сахар. И вот теперь уже с помощью миксера все это хорошо взбиваем до такой прям пышной пены в течение нескольких минут на максимальной скорости. В результате получается такая масса, похожа на яично-сахарную массу для приготовления бисквита. Прям она должна быть такой плотной и должна оставлять такой легкий рисунок. Я хочу сделать мякиш сегодня таким ванильным, вкусным ванильным, еще и с точечками, поэтому буду использовать ванильную пасту. Можете использовать ванильный экстракт или часть сахара заменить ванильным, или вообще взять стручок
Чтобы кулич был еще ароматнее и вкуснее, добавляем кардамон, молотый кардамон, туда же немного соли. И чтобы кулич мякиш получился еще солнечнее, еще золотистее, добавляю немного куркумы, совсем чуть-чуть. И все это также хорошо смешиваем миксером. И вот всю эту волшебную смесь добавляем к опаре. Пахнет просто невероятно. Ложкой все смешиваем аккуратно, вот так вот, соединяя опару с яично-сахарной смесью. И когда все соединится, можно добавлять муку. Муку добавляем частями в 3 шага, просеивая ее, чтобы сразу избавляться от каких-то комочков, чтобы удобнее было вмешивать. И хорошо ложкой продолжаем вводить муку по частям. Вмешали одну часть, просеиваем следующую, снова ложкой все вмешиваем. И вот когда уже добавите последнюю часть, как только все соберется вместе, собираем обязательно с краев чаши теста, с ложки. И дальше продолжаем руками. Все это тщательно смешивая, чтобы никаких сухих участков, чтобы никакой муки не осталось, чтобы она вся соединилась, ну точнее она осталась, но чтобы вся соединилась с остальными ингредиентами. И вот когда все хорошо смешается, когда тесто соединится, можно добавлять масло. Масло заранее режем такими кубиками, оно должно быть комнатной температуры, оно должно быть размягченным. И вот так вот по частям добавляем масло в тесто и аккуратно его туда интегрируем, внедряем. Вот так вот растягивая, складывая, растягивая, складывая. Ничего истерически здесь месить не нужно. Все очень спокойно делается, любя, с нежностью растягиваем, складываем. Мешали кубик масла, добавляем следующий, вот так вот размазываем, упаковываем, интегрируем, соединяем, вмешали дальше. И вот так вот все масло по частям вводим. И в результате тесто, когда добавите уже все масло, оно уже перестанет быть таким сильно липким, оно будет отставать от чаши, оно все еще будет липким, но уже руки будут такими почти чистыми, жирными, но почти чистыми. Ну и смотрите на консистенцию, тесто не должно быть супер липким, но чуть-чуть липким может оставаться. Аккуратно вот так вот собираем тесто вместе, собираем его в такой шар, накрываем чашу пленкой, влажным полотенцем, чем хотите, и оставляем тесто на расстойку часа на 1,5, оно должно увеличиться где-то прям в 2,5 раза. Хорошенько так должно подрасти. Как вы поняли, начинку я сразу в тесто не добавлял, ее буду добавлять позже. Пока тесто будет растаиваться, просто перемешайте еще раз хорошо изюм, чтобы он там впитал все. И также в качестве начинки у меня будут апельсиновые цукаты, помните? Есть рецепт на канале, ссылочка на него обязательно будет тоже в описании под видео. Цукаты заранее просто нарежу небольшими такими кусочками. Все, тесто на расстойку ждем, когда подрастет. Я уже вижу, как роскошно подошло тесто. Только посмотрите на это. Какая же красота. Пахнет просто нереально, нереально. Аккуратно переворачиваем чашу и перекладываем тесто на столешницу. С помощью ножа или шпателя делим на 4 части или на то количество, сколько вы хотите получить в результате куличей. Все эти части вот так вот складываем аккуратно и убираем под полотенце. Даем после разделения немного, минут 5-10 отдохнуть, и затем берем каждую часть и вот так вот аккуратно ее растягиваем. Это тесто даже раскатывать не нужно. Оно легко и приятно растягивается руками. Но постарайтесь растягивать так, чтобы в серединке теста было чуть побольше. То, что в результате станет шапочкой. А вот к краям можно растягивать совсем тоненько. И это тесто растягивается вот буквально до полупрозрачного состояния, как тесто для панеттоне. Торопиться здесь вообще не нужно. Растягивайте аккуратно, чтобы тесто не рвать. Франжипан уже застыл, охладился хорошенько. Выкладываем его на тесто небольшими порциями, частями по окружности. Берем лопатку и с помощью лопатки аккуратно франжипан распределяем
по тесту. И вот сейчас уже от краев к центру аккуратно растягиваем, распределяем. Вот здесь вот уже чуть-чуть самый тонкий слой растягиваем к середине. Чтобы здесь было у центра совсем-совсем тоненько, растягиваем слой франгипана. Это для того, чтобы шапочка в результате не порвалась, и франгипан, который тоже будет увеличиваться при выпекании, при нагревании, чтобы он шапочку не порвал. И сверху разбрасываем, равномерно распределяя, цукаты, поделив, соответственно, количество на 4 части, чтобы каждому куличу хватило. Ну и цукаты не жалейте, чтобы в каждом кусочке попадалась цукатинка. Следом за цукатами изюм. Изюм, пропитанный ромом и апельсиновым соком. Можно для шоколадного варианта, да и для миндального тоже, использовать, например, шоколадные капли. Миндаль, апельсины, шоколад – это все идеально. Сочетается еще и ваниль. Очень богатый вкус получается. И вот так вот аккуратно подворачиваем. Все возвращаем на исходную. Снова сворачиваем кулич в такой колобок. Как галету. Подворачиваем с краев к центру. Тыц, пыц, тыц, пыц. Аккуратно тоже, чтобы ничего не порвать. Но тесто на самом деле достаточно эластичное. И порвать его сложно. Но можно. Поэтому все-таки будьте аккуратны. И вот когда все в результате соединили, вот так вот прищипываем слегка, переворачиваем, и получается такой гладкий колобок. И выкладываем этот колобок в форму для кулича, паски или панеттоне, помогая тесту там равномерно распределиться. И продолжая работать с другими кусочками, сразу формочку с тестом убираем под полотенце, чтобы там ничего не пересыхало. И когда все тесто будет распределено по формочкам, накрываем все это полотенцем и оставляем в каком-нибудь теплом месте минут на 40-45. Тесто должно хорошенько подняться, но не должно убежать, поэтому следите. Вот здесь уже самое время разогревать духовку до 355 градусов Фаренгейта, 180 Цельсия. Пока тесто, куличи уже, почти куличи подходят, займемся приготовлением глазури, которые покроем их сверху. Соединяем вместе сахарную пудру, миндальную муку, немного кукурузного крахмала, добавляем яичный белок и с помощью венчика все это хорошенько смешиваем прям вот в гладкую такую однородную смесь. Она не должна быть очень густой и не должна быть слишком жидкой. Для удобства глазурь я помещаю в кондитерский мешок с насадкой, можно просто срезать кончик ножницами. И вот когда куличи подойдут, подрастут до размера формы, смотрите, они не должны убежать, иначе шапочка просто вывалится при выпекании. Сверху наносим миндальную глазурь вот так вот от центра по спирали, где-то до середины, дальше она уже растечется сама. Чтобы сделать еще миндальнее куличи, добавляю сверху миндальные лепестки и для большей хрустящести вот этой вот глазури посыпаю сахарной пудрой. Аккуратно, прямо вот на противне я ставлю куличи в духовку, и выпекаться они будут минут 35-40, обычно для моего размера. Этого времени достаточно. Если куличики у вас меньше, выпекаться они будут меньше. Если кулич у вас совсем большой, как панеттоне, то тогда, соответственно, выпекаться будет дольше. Вот такие вот получаются аппетитнейшие красавчики с такими красивыми, живописными, я бы даже сказал, подтеками глазури, с хрустящей шапочкой, нежные внутри. И вот чтобы они такими нежными и остались, сейчас мы с ними поиграем в панеттоне. Отступая где-то максимум сантиметр, прокалываем панеттоне насквозь одной шпажкой, а затем на расстоянии где-то 2,5 сантиметра от нее другой. Берем веревку и вот так вот подхватывая, подвешиваем кулич. А я сказал панеттоне, да? Кулич. Это кулич, который играет в панеттоне. Очень удобно для подвешивания куличиков использовать ручки на дверцах кухонных шкафчиков. Проконтролируйте, чтобы все они висели ровно, чтобы там мякиш стабилизировался ровно. И в таком подвешенном состоянии нужно дать куличам полностью
остыть. Вот эту глазурь, которая стекла, ни в коем случае не отдирайте, она очень вкусная. Уж точно не выкидывайте, это вкусная запеченная миндальная глазурь по вкусу, как миндальное печенье. Ну и мне вот эти подтеки, кстати, даже очень нравятся. Они как-то смотрятся так уютно и по-домашнему, как-то так по-доброму смотрятся. Прям хрустит корочка. Уф, какой солнечный, какой воздушный. Аромат просто невероятный. И везде сейчас, этот аромат сейчас везде. Его хочется вдыхать и вдыхать. Это очень красиво. И он такой влажный, пропитанный. Как видите, здесь не видно, что где-то миндальный крем, он весь интегрировался в мякиш. И мякиш стал таким миндальным. Это реально прям вот что называется как пух. Цукаты апельсиновые. Ромовый изюм. Это очень вкусно. Ну, это просто праздник какой-то. Это очень-очень вкусный кулич. Ну и давайте для полного счастья еще шоколадный разрежем. О, и такой нежный, как облако. Какая-то прям песня волшебная. Вкусно невероятно. Здесь и шоколад, и изюм, и цукаты, и какая корочка прекрасная. И глазурь. Ой, здесь еще и глазурь есть. Ну, такой влажный, такой нежный, такой приятный. И с шоколадом очень вкусно. Мне кажется, никогда не пробовал кулич с шоколадом. А это волшебство и какое-то чудо. Ну, всем срочно надо. Ну, прям идеально. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки, напоминаю, это важно. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, кто готовил, кто не готовил. Идеи подкидывайте, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и приводите сюда своих друзей, близких. Чем нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю всего самого хорошего, доброго, вкусного, светлой Пасхи. До новой скорой встречи. Пока-пока. Это же франжипан, да? Верзы.